Всем привет! Вы на канале Рукоделие и путешествий. Меня зовут Юлия. Сегодня суббота, 15 августа, дневник вязания. И я сегодня выбрала джемпер, который называется попкорн. Это такой интересный способ вязания. Квадратная горловина. Здесь она не выглядит квадратной, но от горловины от самого начала здесь равное количество петель идет на детали корпуса, передней части спинку, и на рукав. И по идее горловина здесь вот такая квадрат. Ну, она есть квадратная. Я потом еще другие изделия вязала этим способом. Вот здесь идут прибавки такие классические, получается широкий рукав, потом он сужается, низкая пройма. Вот. Вязание сверху. Ну, это такой вот реглан, где на рукава идет много петель. Тут, по-моему, в конце... Нет, тут равномерно у меня прибавки. Но можно рассчитать так, чтобы был рукав не такой широкий. Здесь у меня вариант с широким рукавом. Можно было его не сужать, оставить таким же широким. Тоже было бы прикольно. Распашонка такая. Джемпер с квадратной горловиной, называется он попкорн, связан из хлопка 3 оттенков, толстого хлопка, тут, наверное, метров 150, толстая спица, вязание очень быстрое, смена цвета в каждом ряду. Почему так получилось? В каждом ряду, потому что здесь нет углубления горловины, нет ростка, это вот просто вот так, без ростка, без выреза. Тут, может быть, тут есть азиатский росток, не помню. Смена цвета в каждом ряду, все тут прикольно. Назвала попкорн по цвету, по настроению, вот напоминает вот это вот все попкорн, да, такой как он рябенький, такой бежево молочный, вот такой попкорн. Вязание веселое, быстрое, и получился вот такой джемпер. Ну, вот его длина, я его немножко так подбираю, он средней длины. Пряжа такая стабильная, классная, очень хорошо. Ну, при том, что он толстый, но связан на толстых спицах, он такой вот как паутинка, как решетка. Но полотно плотное. Ну, понятно, при такой толщине пряжи полотно не может быть тонким. Здесь 3 оттенка. Бежевый, такой молочный, как сливочный, и ближе к белому. Вот. Такие у меня были остатки, я купила прям в остатках, в бобинках. Вот такую пряжу. Обработка здесь такой молочного цвета. Пряжа молочного цвета. Из нее у меня тоже связан джемпер летний, который называется не паутинка. Да. Вот из этой пряжи. Вот, там обработка ею сделана. Ну и вот такой попкорн. Классный, веселый. Ссылка на изделие в инфобоксе в подсказках. Переходите смотреть. И о том, что у меня на спицах. Сейчас у меня 5 работ, 5 изделий я вяжу. Начну с того, что не продвигала. Вяжу, но не продвигала. Это кардиган. Вот такой классный бежевый с люрексом. Бежево-синий. Планка внизу двойная. Изнутри я ее обработала синим. Я сейчас поближе покажу. Сам корпус связан тоже из пряжи. Это у меня полухлопок. Вот такой основной. К нему идет люрекс. И еще бежевая пряжа, хлопок с кашемиром. Вот. И получился вот такой микс. Вот. Замиксовала и
корпус связала. Так. Что тут? Вязание сверху вниз, V-образный вырез. Планка будет тоже такая двойная. Я подумываю ее сделать синим наверх, тут синим изнутри, сделать вот так планку синюю сверху. Будет классно. В этом и была идея. Идея сделать в этом кардигане синие планки. Здесь еще есть прорезной карман. Вот он светлой пряжей. Но здесь еще много работы. Я пока что не знаю, с чего начать, с какой детали. С кармана, рукава или с планки. Я думаю, что я начну с планки, чтобы закончить планку, потому что потом будет тяжело вязать, когда будут рукава, планку, потом, наверное, карманы сделаю и уже в последнюю очередь буду вязать рукава. Вот, может быть, рукав какой-то синий сделаю, пока что не знаю, но у меня немного синей пряжи, синяя пряжа у меня вот только вот в таком клубочке, это остаток от джемпера Дублин с синим люрексом, вот она здесь. Подошла сюда идеально. Просто красиво, классно. Не такой, не синий, спокойный. Отлично. С бежевым смотрится хорошо. Значит, этот я проект не вязала, но он у меня в работе. Вязала другой кардиган. Ажурный. Практически сетка. Вязание сверху вниз — это диагональное плечо, хлопок травка плюс хлопок тонкий я добавляю. У меня с собой сейчас нет бобинок, потому что у меня довязан рукав. Вот маркер, и это я продвинула, довязала рукав. Все, этот кардиган готов, и у него уже есть один рукав. Это чудесно. Я рукав связала очень быстро. В 3 захода, в 3 дня. Петель немного, спицы 4. Все вяжется легко и просто. Я его сузила только в самом начале. Вот здесь чуть-чуть. Потом я вышла на... замкнула раппорты, чтобы не было... То есть они тут замкнутые. Тут нет пустых как бы рядов, да, между раппортами. И вот... связала. Резинка 2 на 2, точно так же, как в обработке. Спадает с вешалки. Обработка тоже 2 на 2 резиночка. Здесь V-образный вырез и нет застежки. Вот такой кардиган. Рукав готов. Отлично. Он так долго у меня уже лежит, что я уже очень рада, что я довязала рукав. Все, я быстренько начинаю второй, потому что у меня впереди сплошные рукава. Немножко повязала синий. Я говорила, по-моему, в прошлом или в позапрошлый раз, что я здесь хочу сделать внизу широкую резинку, высокую такую. Резинка 2 на 2, так же, как в обработке горловины. И у меня здесь корпус, вот, он уже, почти довязан. Мне кажется, что уже надо делать резинку. Вот такое ощущение. Я еще провязала тут буквально пару рядов. Тут маркера, тут может 4-5 рядов провязано. Пряжа здесь классная. Это полухлопок букле. Вот видно, что это букле. Такой махровый. Поверхность, махровая поверхность такая. Букле 64% хлопок, остальное полиамид. И хлопок синий добавляю сюда. Получается классный микс. Реглан, ажур на рукавах и лицевая гладь по корпусу. Резинка 2 на 2. Вот такой классный получается у меня здесь джемпер. Будет с длинным рукавом. Сейчас где-то тут у меня был образец, может быть. Сейчас найду в корзинке. Так, вот. Вот он. Он вот такой тягучий. В принципе, и сейчас такое полотно. Но оно немножко подсядет или подваляется, или как. Или уйдет пропитка. В общем, вот.
Он хорошо тянется. Под собственным весом он будет оттягиваться. То есть вот это вот все, он еще будет оттягиваться, потому что, ну, за счет его длины. Поэтому я уже все-таки в предвкушении вязания обработки здесь. Я думаю, что начну. Надо перейти на более тонкие спицы. Сейчас тут спицы 3,75. Обработку, наверное, на троечке буду делать. Да, потому что я начинала на тройке, и тройкой свяжу резинку широкую. Так, следующий проект. Белый. Я довязала корпус. Сделала двойную обработку, так же, как в кардигане. Белый вяжу из хлопка с 2 составов. Такая одна пряжа гладкая, вторая немножко такая махровая, букле. Но это хлопок. 4,5 спицы. Полотно такое, типа паутинка. Я так хотела, чтобы был такой вот расслабленный джемпер. Внизу я сделала обработку двойную. И сюда включила люрекс. Вот по лицевой стороне. Здесь у меня люрекс. Ну, изнутри просто белый. Вот. И такая двойная планка. Вот так смотрится. Это маркер вчерашний. Я довязала, получается, вот тут полотно, внутреннюю часть. И закрыла здесь крючком. Соединила. Вот. Получается симпатично. Мне нравится, как получилась эта обработка. Люрекс не очень заметен, но мне что-то хотелось сюда этого серебряного люрекса. Не знаю чего. Нашла древний какой-то. Добавила. Вот. Горловина останется вот такая, как есть. В свободном полете. Ну все, рукава. Пришел этап рукавов. Длина. Ну, наверное, вот такая какой-то вот джемпер. У попкорна. Где-то так же. Приблизительно. Значит, есть рукава. И новый проект, который я вяжу из фламе. Бело-бирюзовый вот такой фламе. И голубой хлопок. Вот так вот замиксовала. Вот в таком клубочке. Пряжа не тянется, стабильная. Ну, хлопок. Вот, просто хлопок. Если синяя, она такая тягучка получилась из-за букле, там, где есть этот эластан или полиамид, то здесь все стабильно, так же, как в белом. И это я повторяю белый, который только что продемонстрировала. Вот как-то захотелось мне такой простоты, легкости. Не хочу ничего выдумывать. Просто лицевая гладь. И вот такой симпатичный получается джемпер. Фламе на голубом фоне. Белые красиво смотрятся. Белые вот эти вкрапления. Я в прошлый раз демонстрировала. У меня еще не было закругления горловины. Не до конца довязала. Потом я перешла в круг. Здесь обычный реглан на одну петлю и прибавки в петлю предыдущего ряда. Вот он по спинке. Самый обычный реглан. Все, ничего тут не выдумываю. В общем, вяжу так же, как белый. У меня из этой пряжи фламе связан джемпер ледяной, но вот этот цвет с белым, здесь микс с белым и микс с голубым. Ну, с голубым смотрится красивее однозначно. Этот какой-то такой как бы застиранный выглядит. Да? Как будто старый застиранный какой-то цвет. Как будто цвет выстирался. А здесь красивый, яркий. Ну, в общем, вот этот микс фламе с голубым лучше, чем с белым, как оказалось. Я почему-то, когда первое вязала изделие, мне казалось, что с белым это именно то, что надо. Белый подходит под вот эти вот утолщения. Но вот там, где я добавляла белый, этих утолщений не особо и видно.
там, где микс с белой пряжей, вот он с белой. Тут фламе и 3 ниточки белого, да. А сейчас у меня фламе и 4 ниточки голубого, но более тонкий состав. Сейчас посмотрю, тут это фламе 1 нитка или 2? 1, ну белый более толстый. Ну, этот лучше, это красивее. Ну, будет простой себе такой джемпер. И это 5-я работа на спицах. Продолжаю вязать. Сегодня суббота, поэтому у меня еще есть немножко времени повязать. Я буду продолжать двигать все проекты. Хочу в первую очередь закончить рукав вот здесь, потому что меня ждут рукава на всех изделиях, которыми я сейчас работаю. Поэтому сейчас я закончу рукав, чтобы хоть тут не было рукава. И уже буду продвигать рукава других изделий. Этот рукав готов. Я так рада, что не передать. Суббота, 15 августа. Приглашаю вас перейти в другие видео. В инфобоксе есть ссылки на изделия, то, что на мне, последние изделия, которые я связала. Есть отдельно блок ссылок на итоги по месяцам, по периодам, по сезонам и планы тоже по сезонам. Переходите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Жду вас на своем канале. Спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.